Узнайте правду, и она сделает вас свободными. True History Studio представляет фильм Юрия Заблоцкого «Убийство Кеннеди. Действующие лица и исполнители». Автор текста, продюсер и режиссер Юрий Заблоцкий. Музыка Soft and Furious. В фильме участвуют Георгий Павлов, Мария Заблоцкая и другие. А теперь начинается самое главное. Шаг за шагом мы будем воссоздавать подлинные обстоятельства гибели президента Кеннеди. Воссоздавать исключительно на основании документальных первоисточников. Иными словами, займемся тем, что обязано было бы сделать следствие, в том случае, если бы у него возникли такое желание или возможность. Но в этом смысле у него не было даже прав. О чем откровенно признался тогда же верховный судья Уоррен. Никто из членов нашего персонала не имеет права сказать свидетелю, что он лжет, а кроме того, не в состоянии ему ни помочь, ни повредить. Мир никогда не узнает правду о том, что случилось, и о моих мотивах. Люди, которые так многого достигли, имея тайные мотивы, чтобы я оказался в том положении, в котором я сейчас нахожусь, никогда не позволят, чтобы настоящие факты стали известны всему миру. В ночь накануне убийства президента Джеку Руби было по всем признакам не до отдыха. Имеющиеся документы показывают, что спать он лег в лучшем случае не ранее половины 4 утра. Тем не менее, к 8 часам он уже не просто был на ногах, а и достаточно далеко от дома. Полицейский Хансен нос к носу сталкивается с ним прямо у входа в полицейское управление, внутри которого как раз в это время распределялись назначения патруля. Руби был там в компании полицейского и 2 детективов. Тогда же, получив соответствующие инструкции, вдоль улицы Хьюстона между Мейн и Элм на площади Дели размещаются 6 полицейских. Следует отдать должное хозяину карусели, не зря поднимавшегося в такую рань. Последним в цепочке стражей порядка оказывается именно Барнетт, хороший знакомый Руби и обладатель бесплатного пропуска в его клуб, встречавшийся с Руби вечером за день или 2 до этого. Барнетт занимает пост на углу Элм-стрит, прямо под окнами склада учебников. И не просто занимает, а около 11 часов даже заходит в дом, где, как явствует из его заявления. Я говорил с некоторыми людьми из здания, которые хотели знать, в какое время будет проезжать кортеж президента. Я посоветовал им выйти на угол улицы в 11:45, и в это время около 100 человек вышли и выстроились вдоль обочины. В итоге, благодаря Барнетту, многие сотрудники неоправданно рано покидают свои места за четверть часа до наступления официального часа обеда. И как минимум за 40 минут до официального времени появления президента. Что, как говорится, и требовалось доказать. Но это, конечно, случится позже, а пока молодая девушка Джулия Энн Мерсер едет от центра города по Элм-стрит. Здесь, невдалеке от дорожного указателя, ей загораживает дорогу зеленый пикап марки Форд с техасскими номерными знаками, заехавший передними колесами на тротуар. При этом в описании внешности и одежды водителя грузовика довольно близко угадывается Джек Руби. Багажник автомобиля был открыт, и мужчина, одетый в серую куртку, коричневые брюки и клетчатую рубашку, вынимал из него предмет, очень похожий на футляр для винтовки. Этот футляр был коричневого цвета, снабженный ручкой и достигал от метра в длину до метра 20 сантиметров. Мужчина, взявший футляр из машины, направился вверх на травянистый холм, формирующий часть переезда. В течение этого времени 3 полицейских стояли и разговаривали около мотоцикла на мосту на запад от меня. Кем был этот мужчина? Из ближайшего окружения Джека Руби на это время полностью отсутствует алиби у Ларри Краффорда, того самого, что сутки спустя практически без гроша автостопом сбежит из Далласа. Согласно показаниям стриптизерши Карен Карлин, Краффорд говорил ей, что служит в полиции, и даже демонстрировал ей жетон.
Таким образом, дело было только за формой. И вот вам, как на выбор, то ли неустановленный далласский полицейский, замеченный после стрельбы на травянистом холме, то ли такой же неустановленный офицер Гренстаф, подбросивший гильзы в складе учебников. По версии Краффорда, на самом деле, все это время он отдыхал и проснулся уже во второй половине дня, только после убийства Кеннеди, проспав в том числе и уборку в клубе, что входило в его обязанности. Чем занимался Ларри, проснувшись? Смотрел телевизор. Что показывали? Какая станция была включена? Кто выступал и что говорил? Ничего абсолютно из этого он не помнил. Может быть, он пил с вечера алкоголь? Нет, и этого тоже не было. Что я пытаюсь понять, Ларри, это почему так было трудно проснуться для вас в то утро, объяснил ему следователь. Но давайте вернемся назад к холму, где сразу же за забором располагалась автопарковка сотрудников службы окружного шерифа, к этому моменту уже закрытая и переполненная автомобилями. В багажник одного из них, скорее всего, тогда временно и кладется футляр с винтовкой. Временно до стрельбы, потому что автостоянка, как и железнодорожный двор, согласимся, не самое оптимальное место для игры в прятки с полицией. Требовалось гарантировать беспрепятственный и, главное, безопасный отход участников происшествия, причем непременно вместе с винтовкой. Никаких сюрпризов нельзя было ожидать, разве что только от канализационных люков. Два из них, расположенные по периметру вдоль забора, прикрываемые автомашинами и кустами, идеально подходили для решения всех основных задач, если не считать того, что из 3 вероятных выходов на поверхность из подземных коммуникаций только один был правильным, выводившим к руслу реки Тринити, упомянутому в день покушения среди сообщений, прозвучавших по полицейским каналам. Свидетель видел там человека с винтовкой. Но выход к реке Тринити через подземелье кто-то должен был показать. В этой связи особенный интерес вызывает загадочная запись в записной книжке Руби «Латинский ансамбль Ларри», сопровождающаяся не номером телефона, а номерным знаком далласского автомобиля PR-5737. Проверка установила, что ансамбля с таким названием никогда не было, а номерной знак принадлежит некому Прайсу. Лестон Прайс заявил, что он водопроводчик по специальности, никогда не слышал о Джеке Руби либо Ли Харви Освальде перед убийством президента и смертью Освальда. Он утверждал, что никогда не слышал о латинском ансамбле Ларри. Безусловно, агентам следовало бы обратиться за разъяснениями опять-таки к Ларри Краффорду, самому вероятному из возможных руководителей мифического латинского ансамбля, под участниками которого логичнее всего понимать группу кубинцев-антикастровцев из того же самого студенческого директората, с помощью которого в Нью-Орлеане Освальду создавался имидж прокастровского марксиста. Они появились в Далласе в октябре, встречались здесь с генералом Уокер, присутствовали на мероприятиях с его участием и уехали сразу же после убийства Кеннеди. Канализационные ходы из-за забора уводили не только в сторону, но и к площади, к водосточным люкам. Мы уже рассказывали, что за несколько дней до убийства президента неизвестные на холме проводили какие-то измерения, выдавая себя за сотрудников городского водного департамента. Впрочем, и без этого теория о стрельбе из водосточного люка объективно не могла не возникнуть и еще по одной причине. Пуля, попавшая в голову президента, как мы видим, двигалась снизу вверх, на это указывает ее траектория. За исключением водосточного люка или из земли, выстрелить так было неоткуда. При этом ехавшие в кортеже почувствовали отчетливый запах пороха, который не мог долететь до них ни из любого здания, ни с холма. Тем не менее, этот бесспорный факт упорно опровергается. Что и неудивительно, в виртуальном, а фактически в параллельном мире, созданном защитниками официальной версии об убийце-одиночке, не действуют никакие законы физики, логика, здравый смысл, не говоря уже об экспертизах и свидетельствах очевидцев. Вы только посмотрите, как лихо перемещается во времени и пространстве, если так можно выразиться, дублер Освальда. Конечно, если бы помещение выглядело вот так, на руках надеты были перчатки и винтовку требовалось прикрыть, поставив сверху коробки с книгами,
результат был бы другим, не так ли? Но кого это интересует? А теперь вы видите кадры, на которых группа экспертов изо всех сил пытается, так скажем, научно обосновать невозможность стрельбы из водосточного люка сразу же за лестницей, ведущей на холм. Правда, опять-таки, без учета того, что щель в асфальте по высоте стала в 2 раза уже, и что ранен был в голову президент не там, где стоит участник эксперимента. А как же, спросите вы, с тем самым злополучным складом учебников, превращенным сегодня в своеобразный мемориал, посвященный убийству Кеннеди? Вплоть до середины дня в нем не происходит ровным счетом ничего заслуживающего внимания. 6 сотрудников мирно трудятся на 6-м этаже, так что никто не может появиться там незамеченным, тем более принести и собрать винтовку. Ли Харви Освальд, будущая звезда дневных и вечерних телеэкранов, тоже, как ни в чем не бывало, выполняет свои обязанности на 1-м этаже здания, всего лишь пару раз поднимаясь наверх и практически ни на минуту не оставаясь без присмотра. Без 5:12, то есть всего лишь за 35 минут до появления президента, напарник Освальда Эдди Пайпер выражает желание пообедать, и Ли тоже отправляется в так называемую комнату домино, где обычно перекусывают сотрудники склада. Там он заговаривает с афроамериканцем Джеймсом Джерменом. Возле нашего здания появились люди, и он спросил меня, почему они собрались здесь, и я сказал ему, что президент приезжает сегодня. И он спросил меня, во сколько. Я не знал этого. И тогда он спросил, не знаю ли я маршрут, по которому он проедет. И я сказал ему. И он ответил, ага, я понял. Поскольку происходило это в момент, когда, по версии следствия, убийца-одиночка уже должен был на 6-м этаже в поте лица создавать вокруг углового юго-восточного окна баррикаду из довольно увесистых коробок с книгами, согласно показаниям его начальника, их, каждую по отдельности, требовалось пронести не менее полэтажа. Джермену пришлось забыть об обеде с Освальдом, а время ихнего разговора было смещено аж на 9 часов утра, что совершенно невозможно. До 9:30 в Далласе в тот день шел дождь. Да и кто бы это додумался целых 3,5 часа ожидать на улице появления президента? Похожим видоизменениям подверглись и показания свидетельницы Арнольд, видевшей, по ее словам, Освальда сначала в комнате для ланча, а после еще в дверях при выходе из здания. Согласно отчету агентов ФБР, это произошло примерно в 12:15, тогда как в собственноручно подписанном заявлении свидетельницы указано, что она вышла на улицу всего лишь за 5 минут до стрельбы, около 25 минут первого. Между тем, уже в 12:15 свидетель Роуленд, случайно бросив взгляд на склад учебников, обнаруживает человека с винтовкой на 6-м этаже в юго-западной части здания, то есть прямо в противоположном конце от окна, куда следствие поместило Освальда. Хотя в нескольких шагах от Роуленда стоял полицейский, обратиться к нему в то время молодому человеку даже в голову не пришло. Насмотревшись детективных фильмов, он верил, что речь идет об агенте охраны. Почти сразу же человек исчез, а в будущем снайперском гнезде появился негр, ушедший от окна примерно за 5 минут до появления президента. И в это же самое время в поле зрения других 2 свидетелей, Кэролайн Уолтерс и Тони Хендерсон, попадает вооруженный мужчина уже в окне 4-го или 5-го этажа склада.
Винтовка его выглядит довольно мощной. Уолтерс видит такую впервые в жизни. При этом мужчина уже не один, но его сообщника-свидетели как следует разглядеть не могут. Упоминается только коричневый пиджак, но он будет иметь значение. При этом человек с винтовкой не только ни в чем не похож на Освальда, но и, судя по всему, принадлежит даже к другой расе. Двое из троих свидетелей полагали, что стрелок мог быть латиноамериканцем, что косвенно подтвердит после покушения еще один очевидец – Эмос Юнис. Он рассказывал офицеру на мотоцикле, что видел цветного мужчину, выглядывавшего из окна, и у него была винтовка. Я подошел и спросил у этого парня, действительно ли видел ли он кого-то с винтовкой. И он сказал: «Да, сэр». Я спросил, они были белыми или черными? И он сказал: «Это был цветной мужчина». Я спросил: «Ты уверен, что он не был белым?» Он ответил: «Да, сэр». А с другой стороны, кем бы ни были эти люди, в причастности к убийству века их ни в коем случае обвинять нельзя. Ни в президента Кеннеди, ни в губернатора на самом деле никто из них не стрелял, поскольку, согласно баллистической экспертизе, пуля, выстреленная из юго-восточного углового окна Далласского склада школьных учебников, должна была поразить своих жертв под углом 17 градусов, 43 минуты и 30 секунд, что даже близко не совпадает с раневым каналом в спине президента, от 45 до 60 градусов сверху вниз. Таким образом, из снайперского гнезда в тот день, и это стоило бы запомнить, не было сделано ни одного выстрела на поражение. В тот самый момент, когда снайпера начинали выдвижение на позиции, на площади происходит знаковый эпизод, имевший свои последствия. Прямо через дорогу от склада учебников падает и начинает биться в конвульсиях человек, как бы в приступе эпилепсии. Это не только приковывает к нему взгляды зевак, но и переключает внимание сразу 5 полицейских, бросившихся оказывать помощь больному и вызывать для него скорую. Ассоциировать эпилептика и стрельбу, впрочем, довольно быстро начинает сержант Харкнес, попросивший диспетчера узнать, что там с эпилептиком. Как оказалось, по прибытии в госпиталь тот ушел и даже в журнале записан не был. Таким образом, кроме регулировщика, только Барнетт, разместившийся прямо под стенами склада, остается, если так можно выразиться, на боевом посту, мимо которого в это время в сторону парковки на холме одна за другой беспрепятственно проезжают 3 впоследствии так и не найденные машины. Был и 4-й автомобиль. Около входа в склад учебников на короткое время останавливается фургон залоговой компании «Честный Джо», отъехавший одновременно с 3-й машиной за 5 минут до стрельбы, но ни о чем об этом в докладе начальству Барнетт не написал. И, что еще более удивительно, спрошен не был. Не менее загадочными выглядят и последующие действия полицейского. Моментально, по его словам, придя к выводу, что стреляют не откуда-то, а именно с крыши склада, он почему-то устремляется не в здание, а напротив, вокруг него, к пожарной лестнице, заключив, что убийца должен спускаться вниз именно таким экзотичным способом. Странное поведение Барнетта после стрельбы настолько озадачило сотрудницу склада Викторию Адамс, что она посчитала нужным отметить в своих показаниях, что полицейский, стоявший возле склада, был на удивление инертен и не реагировал ни на что. Ровно в 12:29 президентский кортеж въезжает на площадь. И с этой же самой минуты патрульные на улицах остаются без связи. Какой-то мотоциклист за переездом, совершенно осознанно, за последние 10 минут это кратковременно было дважды, включает микрофон, забивший эфир шумом с улиц. Раздается громкий хлопок, который многие на площади, в том числе и будущий коронный свидетель следствия Кочегар Бреннан, принимают за выхлоп из мотоцикла. Последний даже приходит к выводу, что это была петарда, брошенная сверху из склада учебников. И так оно, скорее всего, и есть. Настоящая стрельба начнется только секундой позже. Но об этом вы узнаете в заключительной части нашего сериала 18-20 ноября, накануне 59-й годовщины убийства века. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить неожиданную развязку Далласской трагедии.